My name is Bob, and I'm an alcoholic. Меня зовут Боб, я алкоголик. Sober through the grace of God in AA since the 10th of December 1967. Трезвый благодаря Богу и анонимным алкоголикам с 10 декабря 1967 года. I can't tell you what a pleasure it is to be in Moscow at an AA meeting with you. It is wonderful. Я даже не могу вам описать, какая это радость быть на собрании анонимных алкоголиков в Москве вместе с вами. Это прекрасно. There are many things that are similar, Есть много чего похожего. except in the United States we do not wear shoe condoms. Но в Штатах мы не одеваем гондоны на ноги. I started drinking when I was 13 years old. Я начал пить, когда мне было 13 лет. I'm one of 7 kids. Я один из 7 детей. Our parents drank a lot. Наши родители много пили. They were the Second World War veterans. Они были ветераны Второй мировой войны. They worked hard and played hard and drank hard. Они работали, они тяжело работали, тяжело играли и тяжело бухали. And we copied them. А мы подражали им. I went to a military high school on a college campus. Я ходил в военную школу на кампусе университета. And we drank in high school like most people drink in college. Мы в школе пили так, как большинство пьют в студенческие годы. When I got to high school, I was 4'11", weighed 95 pounds. Когда я попал в школу, я был ростом 4 фута 11 инчей, это где-то метр 30, и весил 91 паунд, что у нас там? So understandably, I was 40 an килограмм. insecure kid. Разумеется, я не чувствовал себя уверенно. But when I found alcohol, Но когда я нашел алкоголь, everything changed. все изменилось. All of a sudden, I felt on the outside like you looked. И I felt on the inside like you looked on the outside. я почувствовал внутри так, как вы выглядели снаружи. I liked everything about alcohol. Мне нравилось все в алкоголе. And I drank as often and as much as I could as a young man. Когда я был молодым, я пил как можно больше, как можно чаще. And I had car accidents and some arrests. И у меня были аварии и аресты. And by the time I finished high school, my drinking was a very loud conversation in our home. И к тому моменту, как я закончил школу, в моем доме проходило много бесед по поводу того, как я пью. I thought my problem about drinking was that I was underage. Я думал, что моя проблема заключается в том, что я еще слишком молод. My parents didn't like it, and the police didn't like it. Это не нравилось моим родителям и полиции. So I had a chance to go away to school. Поэтому у меня появился шанс уехать учиться. And I thought if I got away, all my problems would be gone. И я думал, что когда я уеду, все мои проблемы закончатся. Not. Нет. I drank my way out of the University of Notre Dame in the middle of my senior year. Я пропил свой путь из университета Нотр-Дам, очень известный университет, на последнем курсе. I was in the yearbook and I had my class ring and my string ran out. Все уже было готово, моя фотография уже была в школьной книге, у меня уже было кольцо о том, что я закончил университет, и я просто не смог дотянуть. I was due to be commissioned in the army. Я должен был пойти в армию. And I had to get a medical release, and the medical release I got was for alcoholism. Я должен был получить медицинское заключение, которое я в результате получил, меня не взяли из-за алкоголизма. I was diagnosed an alcoholic when I was 19. Этот диагноз мне поставили, когда мне было 19. That seemed stupid. Я думал, что это глупо. It didn't fit in my mind. Так не могло быть, у меня не укладывалось это в голове. So I came home and I finished at another university. Поэтому я вернулся домой и закончил свое образование в другом университете. And when I finished school, my father asked me to leave home. А когда я закончил университет, мой отец попросил меня уходить из дома. He said, "We love you, but we don't know what to do with you." Он сказал: мы тебя любим, но мы не знаем, что с тобой делать.
There are 7 children, and you are more trouble than the others put together. У нас 7 детей, а от тебя больше неприятностей, чем от всех от них вместе взятых. And thus started my last year of drinking. И так начался мой последний год пьянства. I got a job at a liquor store. Я нашел себе работу в ликерке. It is important to use your gifts. Надо пользоваться своими талантами. I had that job for 6 months, Эта работа была у меня в течение 6 месяцев. and then I took a job as a waiter, А потом я стал работать официантом. living sort of on Skid Row. Я жил, полубомжатником. I'm drinking a fifth a day, Я выпивал где-то пол-литра в день, and I am an asshole. и я полное говно. Towards the end of that, I was waiting to see what the Army would do with me because the Vietnam War was on. Поскольку Вьетнамская война продолжалась, я все ждал, что же армия решит со мной сделать. Как они решат поступить. And I got accepted into officer candidate school. И меня взяли кандидаты в офицеры. They lost my file. Они потеряли мои бумаги. I took the physical for the 3rd time, Я в 3-й раз сдал экзамен. and then they failed me for a hearing problem. Но на этот раз они обнаружили, что у меня проблемы со слухом, и не взяли меня. My wife says I do not have a hearing problem, I have a listening problem. Моя жена говорит, что у меня нет проблемы со слухом, у меня есть проблемы с восприятием. I had gone with my wife for about a year and a half and broken up with her for about a year. Я встречался со своей женой где-то 1,5 года, а потом мы разошлись на год. And when I asked her if she would consider coming back to me, И когда я предложил ей снова вернуться ко мне, to consider seriously getting married, чтобы серьезно задуматься над тем, чтобы пожениться, she said yes. она согласилась. Even though at the time she was a psychiatric nurse working with alcoholics. Хотя в этот момент она работала психиатром и работала с алкоголиками. So while she is very beautiful, Несмотря на то, что она прекрасна, she is not very bright. но она не очень умная. I thought now my life is going to be okay. I got a job, I got a car, I got my lady back in my life. Я думал, что моя жизнь теперь наладится. У меня появилась работа, у меня появилась машина, и у меня появилась женщина в моей жизни. I thought now I'm going to be a grown-up. Я думал, что теперь я буду взрослым. Only I couldn't stop drinking. Но я не мог остановить свое пьянство. Now I'm the company drunk. Теперь я уже пью в корпорации. I used up my sick leave in the first 6 months at work. Все свои больничные я использовал в первый месяц работы. I'm falling asleep at my desk. Я засыпаю у себя за столом на работе. I'm sleeping my hangovers off in the dark room. Я сплю в кладовке. I quit the job. Пришлось бросить работу. When I went back to make amends to the man who hired me, Когда я пришел обратно, чтобы сделать 9-й шаг тому, кто меня нанимал на работу, he said, "You interviewed so well." он сказал: ты так хорошо проходил собеседование. I said, "We do interview well. Я ответил: мы всегда проходим собеседование хорошо. We just don't perform." Мы просто работать не можем. So I took a sales job. Я нашел себе работу продавца. I thought it would give me more freedom. Я думал, что это даст мне больше гибкости и свободы. And about 2 months into that job, I went on a 4-day drunk. Где-то через 2 месяца после того, как я там работал, я ушел в запой на 4 дня. And I woke up in the morning hugging the toilet, doing my morning exercise. Я проснулся утром, занимаясь своими упражнениями, обнимая унитаз. And that was my moment. Это был момент ясности. I called Alcoholics Anonymous. Я позвонил анонимным алкоголикам. 2 men came out and met me at a restaurant. 2 человека приехали и встретили меня в ресторане. When you are young and in trouble, Когда ты молод, и у тебя неприятности, and your parents can afford, и твои родители могут себе это позволить, they try every kind of help possible. они пытаются помочь тебе всеми возможными путями. Doctors, lawyers, priests, bishops, judges. Доктора, адвокаты, судьи, священники, все кто угодно. But I had never talked to another man with a drinking problem. Но я до этого никогда не беседовал с человеком, у которого была проблема с алкоголем.
One guy had 6 months, the other guy had 6 years. У одного из них было 6 месяцев, у другого было 6 лет. They said, we're from AA. Они сказали, мы из анонимных алкоголиков. We had a drinking problem and found an answer in Alcoholics Anonymous. У нас была проблема с алкоголем, и мы нашли ответ в анонимных алкоголиках. We hope this call helps you. Мы надеемся, что наша встреча поможет тебе. If it doesn't, don't worry about it. Но если нет, не волнуйся, не переживай по этому поводу. It helps us talking to guys like you. Нам помогает то, что мы беседуем с такими, как ты. And they told me their story. И они рассказали мне свою историю. In the matter of an hour, Где-то в течение часа I found myself sharing things with them I had shared with no one. я поделился с ними теми вещами, которые я никогда никому не рассказывал. There is a power in sharing our story. У нас сила в том, что мы делимся своими историями. Those 2 men changed my life Эти двое изменили мою жизнь with their story. своими историями. That night I went to my first AA meeting. В этот вечер я пошел на первое собрание анонимных алкоголиков. I drank twice after coming to AA. Я пил дважды после того, как пришел в анонимные алкоголики. Once on a business trip after 30 days. Однажды, когда поехал по делам через 30 дней, I was told to call AA and did not, and I got drunk. мне сказали, чтобы я позвонил, я не позвонил, и я напился. And once on our honeymoon. И один раз во время своего медового месяца. We honeymooned in Mexico. Мы поехали в Мексику на медовый месяц. You know where the divers dive off the cliffs in Acapulco? В Акапулько есть место, где профессионалы ныряют с огромной высоты. I dove off those cliffs on my last drunk. Так вот я напился и прыгнул оттуда. I climbed to about 90 feet, Я забрался где-то почти на 90 метров. and I got stuck. И я застрял там. And I was trying to decide whether to jump or dive. И я никак не мог решить, мне просто спрыгнуть или мне нырнуть. My wife was a mess, Моя жена была в ужасе. looking at this jerk who was going to die after we've been married 3 days. Глядя на этого идиота, который вот-вот помрет, несмотря на то, что они женаты всего 3 дня. I finally dove, and it was okay. Я нырнул, и это меня спасло. If I would have jumped, I would have died. Если бы я спрыгнул, я бы точно погиб. You have to get out 30 feet to hit the channel. Надо выпрыгнуть 30 футов в длину, чтобы улететь 30 футов в длину, чтобы попасть в воду. I did not know that. А я не знал этого тогда. 10 years later, we were vacationing in Acapulco again, Через 10 лет мы вернулись на то же место с ней. and we were watching the divers. И мы смотрели, как ныряют профессионалы. I said to her, that's the dumbest thing I've ever done. Я сказал, это самая идиотская вещь, которую я когда-нибудь сделал. And she said, it's not even in the top 10. Она сказала, это не входит даже в десятку. So I had my last drink on the airplane on the way home. И последнее, что я выпил в самолете, когда мы летели обратно. I met my sponsor at my first meeting. Я встретился со своим спонсором на первом собрании анонимных алкоголиков. My sponsor got sober in 1954. Мой спонсор протрезвел в 1954 году. He was a mailman, Он был почтальоном. and he was the 12-step champion of our group. Он был чемпион 12-го шага в нашей группе. And I got to be his wingman. А мне довелось быть его правой рукой. He sat me down in a chair, Он посадил меня перед собой. and he said, alcoholism is a disease. Он сказал, алкоголизм это заболевание. It's physical, Это физическое. it's emotional, Это эмоциональное. and it's spiritual. И это духовное. Once you cross the line from problem drinking into alcoholism, Когда ты пересек линию от проблемного бухания в алкоголизм, your alcoholism affects you all the time. твой алкоголизм влияет на тебя все время. When you are drinking and when you are not drinking. Пьешь ты или не пьешь? The idea that my alcoholism could affect me when I was not drinking was a very new idea. Абсолютно новой для меня оказалась идея того, что мой алкоголизм влияет на меня, когда я не пью. He said, what we do in Alcoholics Anonymous Он сказал, то, чем мы занимаемся в анонимных алкоголиках. is we take the 12 steps Мы берем 12 шагов, to find a different way to live better than the way we lived before. чтобы найти иной путь для того, чтобы жить лучше, чем мы жили до этого. So that we don't have to go back to drinking to do something for ourselves
для того, чтобы нам не пришлось вернуться к пьянству that we could not do. и пытаться снова сделать для себя то, что мы никогда не могли. If you don't change, Если ты не поменяешься, you will not stay. ты не останешься здесь. That was like a wonderful talk. Это был прекрасным разговором. Now at this time I'm 23 years old. В это время мне 23 года. After my last drink I was 24. Когда я последний раз, после того, как я выпил в последний раз, мне было 24. And it was a wonderful experience to me at my first meeting. И для меня даже первое собрание было потрясающим опытом. I was the youngest guy in the group for about 2 years. В течение 2 лет я был самым молодым в группе. But I was welcomed very nicely. Но ко мне относились с теплом и с благожелательностью. And I thought, okay, I'm an alcoholic. Я решил, да, я алкоголик. But if I'm an alcoholic, I've got a half a dozen other big problems in my life. Но кроме того, что я алкоголик, у меня еще где-то полдюжины серьезных проблем. And if AA works, И если анонимные алкоголики работают, those problems ought to go away. эти проблемы уйдут сами по себе. It might take a year. Ну, займет годик. It might take 50. А может занять и 50. I had trouble getting up in the morning. У меня были проблемы с тем, чтобы просыпаться утром. I later found out that had to do with what time you went to bed, but I did not know that at the time. В то время я еще не знал, но позже я узнал, что это, оказывается, имеет кое-какое отношение к тому, во сколько я иду в постель. I spent more money than I made. Я тратил больше денег, чем я зарабатывал. If you do that for a long time, Если вы будете делать это в течение длительного времени, you end up in debt. вы бы окажетесь в должниках. I had a gambling problem. У меня была проблема с игрой. More of a hobby. Ну, больше выглядит как хобби. 4 or 5 hours a day, 4 or 5 days a week. 4-5 часов в день, 4-5 дней в неделю. But I was making $4,000 or $5,000 a year playing backgammon. It was like a second job. Я зарабатывал где-то от 4 до 5 тысяч долларов в год, играя в шешбэш. And I Hardly. had trouble getting to work. У меня была проблема с тем, чтобы приходить вовремя на работу. I had trouble staying at work. У меня была проблема с тем, чтобы оставаться на работе. And I had some difficulty working at work. И у меня были кое-какие проблемы с тем, чтобы работать на работе. Other than that, I was a good worker. Но за исключением этого я был очень хорошим работником. Later, we were to have children. Позже у нас начали рождаться дети. When my children got a little older, Когда мои дети повзрослели, I was loud and angry and sometimes rageful with my children. я был злой, я был раздраженный, и я вел себя ужасно со своими детьми. I am ashamed of that, Мне стыдно за это, but that's what happened. но это факт. When I did my first, fourth, and fifth step, Когда я сделал свой первый, пятый, четвертый и пятый шаги, none of those problems I just shared with you ни одна из проблем, которые я сейчас упомянул, made my inventory. не попали в инвентаризацию. My first inventory was a list of the worst things I had done. Моя первая инвентаризация была фактически списком самого худшего, что я совершил. I did not get into the causes and conditions of my alcoholism. Я не полез в причины и следствия моего алкоголизма. But it was still a good experience for me. Но это был хороший опыт. Almost all the meetings I attended Практически все собрания, на которые я ходил, were closed step discussion meetings. в те времена были закрытые обсуждения, беседы по шагам. You would come in and talk about the step for 5 minutes. Ты приходил туда и беседовал о каком-то шаге в течение 5 минут. And then we go around the room И так по кругу. and we each talk about how that step is working in our lives. И каждый беседовал о том, как этот шаг работает в его жизни. So the steps were a very strong conversation in our recovery. Поэтому в нашем выздоровлении беседа о шагах была очень важным аспектом. I became a very active member of Alcoholics Anonymous. Я стал активным членом сообщества анонимные алкоголики. I was giving talks at jails and treatment centers and other AA groups. Я ездил в реабилитационные центра, в тюрьмы, я спикерил на группах.
But I did not have a good sense of my problems. Но у меня не было четкого понимания моих проблем. I did not have a good sense of my defects of character Я не четко видел свои дефекты характера, because my inventory was not very complete. потому что моя инвентаризация была неполной. But one by one, Но постепенно I was handed my defects of character. Постепенно все мои дефекты характера стали возвращаться ко мне. So by the end, I was on a honeymoon for my first year. Так что первый год у меня, можно сказать, был медовый месяц в анонимных алкоголиках. I was given the gift to like AA. Мне было дано то, что я полюбил анонимных алкоголиков. So I just felt good about being in AA. Поэтому мне нравилось быть там. But during my second year, Но в течение второго года I started to get in touch with what was wrong in my life. мне наконец-то стало все более очевидным, что не так в моей жизни. And one by one, I would take these problems И я стал брать эти проблемы поодиночке and I would try to work on them и пытался справиться с ними, without success. но безуспешно. I thought, you get me sober Я думал, что, протрезвейте меня, and I'll learn how to be a husband. и я научусь быть мужем. You get me sober Протрезвейте меня, and I'll learn how to work. и я научусь, как работать. You get me sober Протрезвейте меня, and I'll quit gambling. и я перестану играть. You get me sober and I'll be a better father. Протрезвейте меня, и я буду лучшим отцом. These problems bothered me in my second and third year of sobriety. Эти проблемы расстраивали меня на второй и третий год моей трезвости. They bothered the hell out of me in my fourth and fifth year of К sobriety. четвертому и пятому они стали невыносимы. And they were eating my lunch in my sixth and seventh year of sobriety. И они практически рушили меня на шестой и седьмой год моей трезвости. I'd be at the club at a meeting, Я, например, сижу на собрании. and a new person would come in and tell me his problems. Новичок придет, начинает рассказывать о своих проблемах. And I would say, it's going to be okay. Я ему говорю, все будет в порядке. I would get him a cup of coffee, Я принесу ему чашечку кофе. and I would tell him, even though he doesn't know, И я ему говорю, что несмотря на то, что ты не знаешь, if he stays here если ты останешься здесь, and he does the deal, и если ты будешь делать то, что делаем мы, his life's going to be okay. твоя жизнь нормализуется. You see that guy Dimitri over Ну, there? вон там Димона, видишь? He was a mess, Он вообще был в кусках. and now he's okay. А сейчас он прекрасен. Then I get in the car, А потом я садился в машину, and I drive home, я еду домой, and I'd say, Bob, when are you going to be и okay? я спрашивал себя, Боб, а ты-то когда будешь окей? You're 6 or 7 years sober, У тебя уже 6-7 лет трезвости, and you don't know how to work. а ты понятия не имеешь, как работать. Everybody knows how to work. Все знают, как работать. What the hell is wrong with you that you do not know how to work? Что с тобой, что ты не знаешь, как надо работать? When are you going to quit gambling? Когда ты наконец-то перестанешь играть в азартные игры? You just bought a new sport coat today Ты только что купил себе новый пиджачишка at a store that you have $400 bill at. в магазине, в котором у тебя уже есть $400, которые ты еще не оплатил. When are you going to quit buying things with money you don't have to impress people you don't like? Когда ты наконец-то перестанешь покупать вещи, которые тебе не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые тебе неприятны? I did not have an answer. У меня не было ответа на эти вопросы. But you were getting me more honest. Но вы заставили меня быть более честным. I felt like I was a failure. Мне казалось, что я был неудачником. Which is the story of my life up until then. Что на самом деле было, в общем-то, стабильно в моей жизни до этого. My mother always said, you're not very bright, dress well. Моя мама всегда говорила, Боб, ты не очень умный, поэтому одевайся хорошо. But I start well, Но я всегда начинаю хорошо, but I don't finish anything. но я никогда ничего не заканчиваю. I mean, it's, I thought one more time, I'm an AA and I'm starting well. И то же самое, я думал, Everybody's patting me on the head as a new young guy, but it's not working. так же, как я пришел в АА, все хвалили меня, я начал хорошо, но опять это не работает. Before I came to AA, I had a wall built up around me. До того, как я пришел в анонимные алкоголики, я построил стену вокруг себя. The thinking behind the wall said, you like me. Repeat one more The time. thinking behind the wall Да. Мои измышления были таковы.
я вам понравлюсь. Said you like me. But you only see what I let you see. Потому что я даю вам видеть только то, что я хочу, чтобы вы видели. If you could see everything about me, Если бы вы увидели все, что вижу я, all the secrets, и знали бы все мои секреты, you would not like me. вам бы я не понравился. When I came to AA, И когда я пришел в анонимные алкоголики, I started to tear down the wall. я начал разрушать эту стену I tore it down with my sponsor. с помощью своего спонсора. And I tried to tear it all the way down in my fifth step. И я пытался полностью разрушить ее в своем пятом шаге. When I tore it down, I made a discovery. И когда я наконец-то разрушил ее, я обнаружил одну вещь. I'm not unique. Я не уникален. My personality may be unique, Моя индивидуальность может быть уникальной, but not my illness, но не мое заболевание, not my problem, не мои проблемы, not my behavior, не мое поведение not my feelings. и не мои чувства. And I started to have a hope И тогда у меня появилась надежда, that would work for you что то, что работало для вас, would work for me. сработает и для меня. But as I stayed sober in AA, Но пока я оставался трезвым в анонимных алкоголиках, and I continued to have problems, а проблемы продолжались, I started to build the damn wall back up. я начал снова выстраивать эту стену. Thank you very much for helping me with my drinking problem. Спасибо, что помогли мне с моим пьянством, But stay out of my sex life. но не надо лазить в мою сексуальную жизнь, Stay out of my marriage. не надо лезть в мою семейную жизнь, Stay out of my money. не лезьте в мои деньги, Stay out of my parenting. не надо учить меня, как быть родителем, Stay out of my work. и не надо мне ничего рассказывать про работу. And brick by brick, И вот так вот, кирпичик за кирпичиком, sober, трезвый, going to 6 meetings a week, ходя на 6 собраний в неделю, I built the wall back up. я построил эту стену обратно. And I was in trouble. И у меня начались неприятности. Thank God I did not drink. Слава Богу, что я не напился. I had already gone through the steps twice. Я к этому времени уже дважды прошел по шагам. And I made a decision. I did not know what to do. Я не знал, что делать. And I made a decision to go through the steps one more time. И я решил снова пройти по шагам. And it was maybe the best step work I have ever done. И это, пожалуй, это был один из лучших проходов, которые я когда-либо совершил. Because I was in a lot of pain. Потому что мне было очень больно. Step one, Первый шаг. obvious, powerless, and unmanageable. Разумеется, бессилен и неуправляем. Anybody could see that. Это было очевидно для всех. What I discovered, Но что я обнаружил, to my surprise, к своему удивлению? is I had lost step two. Но я обнаружил, что я потерял второй шаг. I believed it for us. Я верил, что для нас, If you asked me if I thought God would restore you to sanity, если бы вы спросите меня, верил ли я, что Бог I would вернет вас, say yes. вернет вам здравомыслие, я бы сказал да. And if you put a lie detector on me, you know I would believe that. И если вы подключили бы меня к датчику лжи, он бы показал, что я говорю правду. But if you asked me if God was going to restore Bob to sanity, Но если бы вы спросили, вернет ли он Боба к здравомыслию, I was not sure because I'm 6 or 7 years sober and my pants are on fire. я не был в этом уверен, потому что у меня 6 или 7 лет трезвости, а дела мои, у меня под жопой костер. But when you're in trouble, Но когда у вас неприятности, I got more active. тогда надо начинать двигаться, становиться более активным. And I started to see people with bigger problems than mine, И я начал видеть людей с гораздо большими проблемами, чем мои, walking through them with grace and dignity. которые проходили через эти проблемы с высоко поднятой головой и с чувством достоинства. And I came again to believe И я снова поверил, that God would restore Bob to sanity. что Бог может восстановить, вернуть мне здравомыслие. I took step 3 on my knees with my sponsor. Я сделал третий шаг на коленях вместе со своим спонсором. We didn't do that much when I came in. Мы тогда не делали так много так часто это в те времена, как сегодня. But I heard these speakers talk about it in California, and I thought, this time I'm going to do everything I know. Но я услышал от калифорнийских спикеров, что они стали делать это так, поэтому я решил тоже поступить таким образом. My first 2 fifth steps Мои первые 2 пятых шага we did with clergy. я сделал со священниками.
That was the way we did it. Это было так в те времена, когда я This выздоравливал. time I went to my sponsor. Но на этот раз я пошел к своему спонсору. And I said to him, Я сказал ему, I feel like I'm dying of thirst lying next to a lake. у меня такое ощущение, что я умираю от жажды, лежа рядом с озером. I know what to do. Я знаю, что нужно делать, I just don't or can't do it. но у меня не получается это делать. I am so tired of won't or can't do it that I could just die. Я настолько устал от того, что я не могу это делать, что я готов просто умереть. I said, when I'm done with my fifth step, Когда я закончу со своим пятым шагом, я сказал ему, I think I am ready to do whatever you recommend to me. я пойду делать все, что ты порекомендуешь. And I did my new fourth step and I did my fifth step with my sponsor. И я написал новый четвертый шаг и сдал пятый шаг своему спонсору. It was a long talk. Это был долгий разговор. One of the things he said to me, Одна из вещей, которую он сказал мне, you have a lot of problems about money, work, failure, and success. он сказал, у тебя много проблем с работой, с деньгами, с успехом и с отсутствием успеха. My father was a pretty successful man, Мой отец был очень успешным человеком. and I thought I will never be as good as my father. И мне всегда казалось, что я не смогу быть таким успешным, как отец. He said, I want you to go to a psychologist that works with people in business. Я хочу, чтобы ты пошел к психологу, который работает с людьми в бизнесе, сказал мне спонсор. And then I want you to bring that conversation back to me, А потом я хочу, чтобы ты пришел и рассказал мне, как это прошло. and we will deal with this. И мы будем работать с тем, что будет. I did not want to go to a psychologist. Я не хотел идти к психологу. I thought that made me look different. Я думал, что это каким-то образом делает меня не таким, как все. I thought it meant I didn't have a good program. Я думал, что это значит, что у меня плохая программа анонимных алкоголиков. Hello? Итак, понятно? So I go to a psychologist. Итак, я пришел к психологу. He said, will you get your parents involved? Он спросил, а родителей твоих мы можем вовлечь в эту I тему? said, no. Нет, I'm a man. I do not want my parents involved. я не хочу, чтобы мои родители в этом участвовали. Will you get your wife involved? А насчет жены, I thought, crap. я подумал, блин. When your wife is in the room, Потому что когда твоя жена в комнате, it's a whole different conversation than when only you are in the room. это совершенно другой разговор, чем когда ты один в комнате. There's a lot more information available in the room Почему-то гораздо больше информации становится доступной в комнате, than you might want. чем тебе бы хотелось. But I said, okay. Я сказал, хорошо. So after 8 or 9 sessions with the psychologist, Где-то после 8 или 9 встреч с психологом, I'm explaining to him that my business is going bankrupt. я объясняю ему, что у меня бизнес, которому грозит банкротство. And I'm going to lose everything I have. И что я вот-вот потеряю все, что у меня есть. I mean, I'm busting my ass 2 or 3 hours a day. Я работаю, не покладая рук, 2-3 часа в день. And he looked at me Он посмотрел на меня. and he said, why are you so afraid of failure? Он сказал, а почему ты так боишься проиграть? And it was like he punched me. Он как будто ударил меня. And I felt like punching him. А я хотел вмазать ему за это. He took my breath away. У меня просто перехватило дыхание. And I said to him, you're a doctor, you don't understand. Я сказал, ты врач, ты не понимаешь. I've lived in this town all my life. Я прожил в этом городе всю свою жизнь. When I go broke, Если я разорюсь, they're going to put my name in the paper. обо мне напишут в газетах. And my business life is going to be done. И моя жизнь в мире бизнеса закончится. I'm going to lose everything. Я потеряю все. And he looked at me. Он посмотрел на меня. And he looked at my wife. Он посмотрел на мою жену. And he said, if Bob lost everything, would he lose you? Он посмотрел на мою жену и спросил, если Боб все потеряет, он тебя потеряет? My wife said no. Она сказала нет. He looked at my children. Он посмотрел на моих детей. And he said, if Bob lost everything, would he lose you? Он спросил, если Боб потеряет все, он вас потеряет? The kids said, of course not. Дети сказали, конечно нет. If you can't lose, Если ты не готов проигрывать, you can't play. ты не можешь играть. What I discovered in that room
И вот что я узнал. was fear. Страх. I had done 3 inventories, К этому времени у меня было сделано 3 инвентаризации. but because in those days we were not as good with the book, Но в те времена мы не были так хороши с большой книгой, как сегодня. I kind of ignored the fear inventory. Я проигнорировал инвентаризацию страхов. I thought dogs, snakes, and tall buildings. Я думал, собаки, высотные дома и змеи. What I discovered is I was afraid of being a husband. Я, например, узнал, что я боюсь быть мужем. I was afraid of being a father. Я боялся быть отцом. I was afraid of failure. Я боялся, что я все потеряю. I was afraid of success. Я боялся, что я преуспею. I discovered I was swimming in fear Я осознал, что я плаваю в страхе. and did not even see it. И даже не понимал этого. 2 weeks later, Через 2 недели I had a horrible day. у меня был ужасный день. I went to work late. Я опоздал на работу. I left early. Я ушел раньше. I got in a backgammon game. Я полез играть в нарды. I won $500. Я выиграл $500. I missed dinner. Я пропустил, опоздал на ужин. I missed the meeting. Я не пошел на собрание. I got in a fight with my wife, Я переругался со своей женой. and I slapped one of my И children. я врезал одному из своих детей. It was one of those days you'd like to have a film and show it to your sponsor to show what a wonderful program you have. Это один из тех дней, которые надо бы снять на видеопленку и показать твоему спонсору, что 8 лет трезвости могут сделать для человека. And I said, it happened again. Я сказал, это случилось снова. I said, weren't you there? Он сказал, тебя что, там не было? But it's so habitual, it's like I'm in a blackout. Я сказал ему, это так привычно, это как будто я в отключке. I don't even think about these things, I just do them automatically. Я их делаю на автомате, я даже не думаю о них. And all of a sudden I realized that was a bunch of crap. И вдруг я понял, что это ложь. My life was the way it was because I designed it that way. Моя жизнь была такой, потому что я устроил ее такой. I sounded like I wanted to quit gambling. Я вроде бы говорил, что я хотел бросить азартные игры. I wanted to gamble whenever the hell I wanted to gamble and not have problems because of gambling. Нет, я просто хотел продолжать заниматься азартными играми, но не иметь никаких проблем из-за того, что я ими занимаюсь. I wanted money without work. Я хотел деньги без работы. I wanted my wife and children's love and attention without spending time with them. Я хотел любовь и уважение своих детей и своей жены без того, чтобы проводить с ними время. Not a good design. Не очень хороший дизайн. And I realized I had tried as hard I had tried as hard as I knew how to do, and I had failed. И я вдруг понял, что я пытался как мог это разрулить сам, и у меня не получилось. And I was given the opportunity to take the 6th and the 7th step at a depth that I had not taken them before. И вот тогда у меня появилась возможность сделать 6-й и 7-й шаги на том уровне, на той глубине, на которой я никогда не достигал до этого. The 6th step said we're entirely ready to have God, not Bob, remove our defects of character. 6-й шаг говорит, что мы были полностью подготовлены к тому, что Бог избавил нас от The 7th наших step изъянов. said Не Баб, а Бог. we ask God to remove our shortcomings. А в 7-м мы просим Его освободить нас от наших изъянов. I had spent 7 years trying to get rid of them. 7 лет я пытался сам это сделать. I do not have the power. У меня нет силы для этого. I have the responsibility. У меня есть ответственность. I am not the well. I am the pipe. Я всего лишь труба, я не источник. Not Я the well. передатчик. Not the well? Нет. Okay. A doctor doesn't heal. Врач не лечит. He creates an environment in which healing can take place and God heals. Он создает условия, в которых лечение может происходить, а лечит Бог. A farmer doesn't grow. Фермер не выращивает. He plants a seed and creates a fertile environment and God grows. Фермер сажает и создает условия, в которых Бог может выращивать. And we don't change. И мы не меняемся. We create an atmosphere in which change can take place and God changes us. Мы создаем атмосферу, в которой Бог может поменять нас. These are the 3 requirements of being honest, open-minded, and being willing.
Это 3 требования. Мы должны быть честными, непредвзятыми и открытыми. And the sixth and the seventh step. В 6 и 7 шагах. That night, В эту ночь 4 of the major problems in my life disappeared, 4 основные проблемы моей жизни исчезли. such as the power of the program and the power of God. Вот какова сила программы и Божья I сила. quit gambling that night. Я перестал заниматься азартными играми. I have made many promises, Я много раз давал обещания. and usually I do not fulfill them. Ну и, как правило, я их не выполняю. I knew I had to put a structure in place, Я знал, что мне нужна какая-то структура. or I might fail again. Иначе мне снова не покатит. So I turned my money over to my wife. Поэтому я передал все свои финансы жене. My wife is a good money manager. Она хорошо и разбирается с этой темой. My wife has been in Al-Anon 48 years. Она в Аланоне 48 лет уже. She is a wonderful person. Она прекрасная женщина. I have helped her very much. Я помог ей. She would not have half the program she has if she wasn't married to me. Если бы она не была за мной замужем, у нее бы не было даже половины той программы, которая у нее есть сегодня. So I turned the checkbook over to my wife. Поэтому я отдал ей чековую книжку. I made an appointment with my sponsor about when I would go to work Я договорился со своим спонсором, во сколько я буду приходить на работу and what I would try to do at work. и что я буду пытаться делать на работе. I spent hundreds of hours and thousands of dollars learning how to be a better parent. Я потратил сотни часов и тысячи долларов на то, чтобы научиться быть лучшим родителем. One of my wife's complaints Одна из жалоб моей жены, was I was too active in AA. что я был слишком активен в AA. I started dating my wife every Friday night for 35 years. Я начал по новой встречаться со своей женой каждую пятницу вечер, проводить с ней время в течение 30 лет. We were always talking about children and bills. До этого мы всегда разговаривали о деньгах и о детях. We had to learn how to be romantic again. Нам нужно было снова научиться, как быть романтичными. So it was a real, live, dangerous date. Это была реально опасная тема. My life changed like on a dime. Моя жизнь поменялась почти моментально. I am Catholic. Я католик. Even though I took this step and had this powerful experience, И несмотря на то, что я сделал шаги, и у меня был вот такой вот опыт, I still felt like I didn't know exactly what to do with respect to work. у меня не было твердой уверенности по поводу работы. And so my prayer Поэтому я молился. was to God, give me your mind. Я попросил Бога дать мне его видение. And my life started to change. И моя жизнь начала меняться. For the next 10 years, В течение следующих 10 лет I made enough money to burn a wet elephant. я заработал достаточно денег, чтобы сжечь белого слона. Большая редкость, кстати, белые слоны. Очень дорогая штука. Never in my wildest dream Я даже не предполагал, would I have expected что such a result and such a change. у меня будут такие результаты и такие перемены. It was like a sex change operation rather than an improvement. Это не было просто улучшением, это как будто поменяли секс. Everything changed, Вообще все изменилось. not just a little bit. Не немножечко, What is available in Alcoholics Anonymous но то, что имеется в анонимных алкоголиках, is not an improvement. это не улучшение. It is a transformation. Это полная трансформация. My sponsor told me that I needed to find in AA what I was looking for in a bottle. Мой спонсор сказал мне, что в анонимных алкоголиках мне нужно будет найти то, что я искал в бутылке. I was allowed to. On page 84 and 85 of our book, На 85 и 86 странице это в английском варианте, в русском это будет в другом месте. in your book it's like 82 to 85, 82, 83. are the promises after step 10. Есть обещание 10-го шага. And when it says we have entered the world of the Spirit, И там сказано, мы вошли в мир духа. it said when we are tempted,
we recoil as if from a hot flame. Нам сказано, что если появится желание, мы отпрянем от него, как от огня. And later it says, А позже сказано, we are not resisting it. что мы не сопротивляемся этому, The problem has been removed. что проблема устранена. What a promise. Какое обещание, а? So many times when someone comes to you and you're a couple of years sober, Много раз, когда кто-то приходит к вам, а у вас уже пару лет трезвости, and someone says, how did you do it? спросит вас, как вы это сделали? In some ways, the answer is, I did not do it. На самом-то деле я ничего не делал. It was done to me. Это было сделано со мной. It's like the problem has been removed. Проблема устранена. It's like I do the work Я иду и делаю то, что нужно делать, and the problem falls away. а проблема исчезает. We need to do the work. Работа должна быть сделана. We need to take the steps. Шаги должны быть предприняты. But because they are spiritual actions, Но потому что они духовные действия, they are not mechanical. они не механические. Sometimes when you say the third step prayer, Иногда, когда вы говорите молитву третьего шага, if the steps were mechanical, если бы они были механическими, all you'd have to do is say the prayer вам бы нужно было только сказать молитву третьего шага, and everything would be okay. и все было бы хорошо. But sometimes Но иногда no one's home. никого нет дома. So not only do we have to do the form of the steps, Но нам нужно следовать не только форме шагов. the work is a change of heart. На самом деле самая большая работа это когда мы меняем свое отношение. It is not just knowing the words. Это не просто знать слова. The words are the menu. Слова всего лишь меню. You can starve to death eating the menu. С голодухи помрете, если будете кушать меню. The food Еда, is when you put the steps in your life когда вы берете шаги и применяете их в своей жизни. and your heart changes. И ваше сердце меняется. When your heart changes, И когда меняется ваше сердце, you are different and you have the we are powerless. мы бессильны. We are even powerless to do the steps. Мы даже бессильны, чтобы работать по шагам. But if our heart changes, Но когда меняется наше сердце, the power we will be empowered. нам будет дана сила. The power will be added. Сила будет добавлена к тому, чем мы являемся. Thank you for the opportunity to be with you. Спасибо за возможность быть с вами. У нас сейчас 5 минут, остается где-то 10-15 минут на вопросы. Просьба с места не кричать по поднятой руке. Да. Погромче. Привет, Миш. Okay, he believes in God. He's not certain if God. He constantly loses the feeling that God loves him. What would you say to that? I think when we come to AA, Я думаю, что когда мы приходим в анонимные алкоголики, most of us have an internal dialogue, у нас внутренний диалог. a voice in our head Один голос говорит, that is killing us. один голос нас убивает, My voice мой голос. says I'm an asshole and my life does not work. Мой голос говорит мне, что я идиот, и моя жизнь не работает. That is not a good mantra. Это не есть хорошее начало. One of the reasons we need to go to a lot of meetings Одна из причин, по которой нам нужно ходить на много собраний, is when we come to meetings, потому что когда мы приходим на собрание, there is a collective consciousness. есть коллективное сознание. It is like we check our mind at the door Мы как будто оставляем свою голову у двери. and we bring our damp log
И мы приносим сюда как бы пустую to тему. the bonfire of AA. И мы приносим это к огню анонимных алкоголиков, к костру. And that conversation starts to alter the conversation in our head. И разговор в комнатах анонимных алкоголиков начинает менять беседу в нашей голове. It reduces that voice. Он уменьшает, делает этот голос тише, тот, который тебя убивает. And we start to replace it with a voice of recovery. И у нас начинает появляться голос выздоровления, Do not feed that voice. который говорит нам о том, что не следует подкармливать голос, который убивает тебя. You know the old story about the good dog and bad dog. Как старая история про плохую собаку и хорошую собаку. How do I get rid of the bad dog? Как избавиться от плохой собаки? Don't feed it. Не корми ее. My voice still comes back. Голос периодически возвращается. I just don't listen anymore. Я просто не слушаю его больше. Сначала там, потом Лариса. Говорил про страх. Я в четвертом шаге увидел вот основной страх, это страх самим собой. То есть ему больно. Страх лишь только самим собой. Страх чего-то недополучить, страх где-то быть, страх удачи. И вот как с этим страхом? You mentioned about fear inventory, and the guy was saying that in his fear inventory, one of the things that he was able to trace is that he is deathly afraid of being himself. Okay. How would what would be a suggestion to that? I am not a doctor, Я не врач, but I am a proctologist and I'm used to working with people's rear end. но я проктолог, и я работаю с задницами. That is an old idea. Это старая идея. I understand it is serious, Я понимаю, что это серьезно. but when the book talks about we must get rid of our old ideas, we must or it will kill us. Книга говорит нам о том, что мы должны избавиться от своих старых идей, иначе они убьют нас. Almost all of us have some fear that if everybody could see everything about us, they wouldn't like us. Практически все мы боимся, что если люди по-настоящему узнают нас, нас не будут любить. The ego Эго wants us to be special, хочет, чтобы мы были уникальными, unique, специальными, отдельными separate, и отделенными, right, и правыми. make other people wrong, Остальные должны быть неправы. dominate, Мы должны доминировать and avoid domination. и избегать того, чтобы нами повелевали. We have two choices. У нас есть только два выбора. We can run our life on ego and intellect, Мы можем пытаться управлять нашей жизнью на эго и интеллекте, or we can start to move into God and the program. или мы начинаем двигаться в сторону Бога и программы. One, He's asking how to do it by following the steps. you can't do it. Ты не можешь это сделать. I mean, the person who is asking the question can never do it. Тот, кто задает этот вопрос, сам сделать это не может. Do you think you're the only asshole in the room? Ты что думаешь, ты единственный такой в комнате? I mean, that is one of the wonders of Alcoholics Anonymous. We all come in here with the similar problem, with bad heads, with bad thinking. Это то, в чем мы все схожи. Мы приходим сюда, и наше мышление, And the part of you that's asking the question does not have the answer. а та часть тебя, которая задает этот вопрос, у нее нет ответа. You can't solve the problem at the level of the problem. Нельзя решить проблему на уровне проблемы. You have to leave the problem Тебе придется проблему оставить and spend time in the solution. и потратить какое-то время в решении. There is power in the solution Потому что в решении есть сила. that is not in the part of your head that asks the question. Но она не там, откуда вопрос пришел. You have a choice.
тебя есть выбор. If you hold that idea like an obsession, like it is painted on your eyeball, Если ты будешь продолжать цепляться за эту идею, that is an act of will. это твое желание. But little by slowly in these rooms, Но постепенно в этих комнатах you will have a new conversation. разговор начнет складываться по-новому в твоей голове. And you will have an answer И у тебя появится ответ, that is not information. который не является информацией, The answer will be in your heart. а этот ответ придет из сердца. Сегодня себя убеждает, что ты алкоголик, а болезнь прогрессирует. What today convinces you that you are an alcoholic and that your disease is progressive? I had an enlarged liver when I was 24 years old. Когда мне было 24, у меня была увеличенная печень. There's a pretty good idea that something was wrong. Это, по-моему, уже серьезное рассмотрение того, что что-то не так. When I first started drinking, I could outdrink most of my friends. Когда я начал пить, я мог перепить практически всех своих друзей. I don't know what more I could have donated. Я не знаю, что еще нужно было бы. I donated my dignity, Я отдал все за то, чтобы было. my education, Мое образование, my мое самоуважение, relationship with my parents, мои взаимоотношения с родителями, my money, деньги, their money. их деньги. I donated everything I had Я все отдал. to the disease. Заболевание. The part that wants to keep that question alive. Та часть меня, которая хочет оставлять этот вопрос живым, I think our book talks very well книга говорит очень хорошо об этом. about the mind that precedes the first drink. О том, какой мозг у человека, что происходит в человеческом мозгу, прежде чем мы выпиваем первую рюмку. And I can only say similarly to the way I talked to that gentleman in the back. И я могу сказать приблизительно так же, как я сказал вот, джентльмену вот этому. If you spend too much time focusing on that question, Если ты будешь фокусироваться слишком долго на этом вопросе, I love my wife, я обожаю свою жену. but if I woke up every day Но если каждый день я буду просыпаться and said, "Do I want to be married to my и wife?" буду задавать себе вопрос, хочу ли я быть женат на этой женщине, There would be some days там будут дни, where I might say, "Hell no." когда я могу сказать, нет, вообще. It is a bad question. Это плохой вопрос. We get very few mistakes that come in these doors. Мы очень редко ошибочно попадаем в эти двери. Your family probably doesn't think you are a mistake. Твоя семья, наверное, не считает, что это ошибочно. Спасибо. Последний вопрос или все? Последний вопрос. Последний вопрос. А седьмую традицию? Так, седьмую традицию мы запустили. Это шляпа, пожалуйста. Последний вопрос и заканчиваем. Я слышала, что нужно перестать бороться, перестать сражаться. Почему? Что это значит? Я не могу понять. Я только начинаю выздоравливать. У меня седьмой день после срыва, и до этого я выздоравливала только 1,5 месяца. Я пока ничего не понимаю. Этого не понимаю. Okay. She's only 7 days sober. Prior to that, she's been sober for a month and a half. Not much has been done. What she doesn't understand, and this is her confusion, is what does that mean to stop fighting, to surrender, to what does Бороться с алкоголем. what does that mean to stop fighting alcohol? Or anything. Wow. Sorry. You do not have to understand. Тебе не надо понимать. More will be revealed. Дальше будет открываться. Новое будет открываться вам и нам. You need to stay. Тебе надо просто остаться здесь. Stay close. И держаться ближе к народу. Go to many meetings. Ходить на много собраний. Get a sponsor Найти себе спонсора. and start the steps.
и начать работать по шагам. It's like you are going to school in the first week, Это как первая неделя в школе. and you are asking someone what high school is like. И ты спрашиваешь кого-то, а как оно тут в школе-то? All of that will be revealed to you. Ты узнаешь. Короче, и Бог не привез ответа, да? Все то же самое. And knowing is the booby price. А вот знание и есть цена того, что ты здесь остаешься. You have a knower inside of you. У тебя внутри тебя сидит знание. Сидит это знание. It is not here. Но оно не здесь, не в голове. Оно It в is сердце. here. Your soul Твоя душа will hear these conversations. будет слышать эти разговоры, и ты узнаешь истину. And you'll be okay. И все будет хорошо. But you need time. Но понадобится время. Спасибо. Okay. Объявление, информация. Быстренько, кратко есть. Главное объявление. У нас не очень много времени для того, чтобы убрать помещение. Поэтому просим всех, если что, с вопросами лучше на улице сбоку, да, на перекур, в метро, бахилы в мусорное, подальше от здания. Бахилы в